Дамы и господа, привет всем, с вами Сэр Холмс, продолжаю проходить Morrowind, Tamriel Rebuild. И я по-прежнему в старом Эбенгарде, но это, пожалуй, последние эпизоды, когда я в нем нахожусь. Из того, что я помню, что мне тут еще можно поделать, это... Говорят, что в одном из трактиров, в самом таком... дырой, в общем, заседает две лампы у нас представители. Вот, и может быть у них что-то для меня найдется. Вот, еще есть незавершенные квесты по делу генерала Кассика, кстати, такое звездное небо. И по выбиванию податей для гильдии пекарей, но... Несмотря на то, что в отношении Кассика у меня появилась там кое-какая опция диалогов с его женой, из-за которой обновляется журнал, мол, она начинает уже сомневаться, что ее муж был виновен, но это мне все равно ничего не дает. То есть я на самом деле не знаю, как пройти этот квест теперь, кроме как завалить Кассика, чтобы как бы он считался проваленным. Ну, в общем, отложу его на какое-то время на потом. И да, мне нужно тут продаться теперь. Кстати, рубашка, которую мне дал Фентус, отличная. Она лучше, чем другая, которую он давал за квест, который я провалил. Так что я доволен всем. Ну и вот, собственно, надо мне продать лишнее всякое. Это мы будем делать, как обычно с вами. Ну, да, я, пожалуй, вот с этим теперь клинком побегаю вместо своего. Посмотрим, на что он способен. В 1,5 раза больше урона. Типа клинок Морайлина, что ли. Потом глаз Марани. Он... Вроде как в описании квеста писали, что должен был сделать вот эти эффекты постоянными после прохождения квестов. Может, надо с ней поговорить еще по этому поводу. Или, может, это переделали, там старая версия была какая-то квеста. Ну, в общем. Так, у меня же был вот шлем. О, отлично. Не придется вот этим всем страдать. А хотя, подождите, там у меня вроде что-то оставалось, да, там в нычке в гильдии магов. Сейчас. Ну вот так лучше продать эту катану ей и еще кучу стрел выкупить, помимо всех ее денег. Вот, бегал тут к нычке, решил еще потренироваться у него в призыве. Хотя бы парочку раз. Уже 3 утра. Нет, давайте сейчас на боковую, потом с утра продолжу. Ну, вот надо будет еще тут некоторые артефактики выложить в коллекцию свою. Так, а что, кстати, вообще по уровню-то у меня? Вот интеллект. 4 каких-то навыка уже интеллектуальных прокачано. Вот еще потренируюсь. Торопиться некуда. А, нет, подожди, не сюда же. Ну, хотя туда тоже надо там. Вот у меня, например, вот этот вот посох интересный. Надо надеть уже эту рубашку. Все-таки 10 удачи лишним не бывают, правда? Давайте как следует потренируемся. До 20-ки, чтоб. Я, наверное... Да, рановато я так. В принципе, интеллект следующим левелапом до 100. Можно не парясь будет вообще любые. Ну, как ты встал удачно, опять. Не парясь, любые навыки, которых главный атрибут интеллект качать, потому что все равно его дальше не выкачаешь уже. Ну, а пока я спал, у нее деньги появились снова. Смотрите, какая прелесть. Ну и всем остальным торговцам сейчас буду мешанину продавать всякую.
Ну и вот буквально последнее, что я продам. Вот это вот все драгоценные камни, да, и 2 мирские монетки. И продавать больше нечего. Осталось уточнить насчет глаза у Марани. Ну и все. Дальше пойдем по душе 2 ламп, наверное. Она же здесь должна быть. Она сейчас главная вместо Кэпа, наверное, на его месте стоит, да? Почти. Welcome, friend. You're nearly a legend around here. Please, talk. Да, я разделался со всеми. Так, Мадамилиана Ране посадили за решетку, я помню. Маска где-то в Эбонитовой башне на виду стоит. По поводу дома Ратием. Ты видел их гробницу? Все, что осталось от моих предков. Они однажды были могучими, а теперь они просто прах. Дни славы. В дни их славы никто не мог предсказать их падение. Интересно, так же будет с Империей Септима? Насколько долго продержатся все эти башни и стены этого города? Возможно, его конец близок. Но мы просто не в состоянии разглядеть знаки. Ох, как глубокомысленно. Ну, про глаз свой она ничего не говорит мне. Ну, оставлю его себе. Я же забыл продать болты. Стеклянные, они мне ни к чему. Ну, хотя можно их тоже оставить, знаете. Про запас, вдруг я когда-то арбалетом снова начну пользоваться. Где? Мне нужно найти... вот он был. Ну, поехали. Здесь я ни разу не был. Хостел милости Стендара. Изон. Приглашает меня стать членом культа. Как лечить зависимость от скумы? Ну, я о таком не слышал. Хаджиды сами говорят, что нет никакого исцеления. А уж они-то знают. Но я слышал о книге «Исповедь Данмира, поедателя скумы», которая якобы мемуары данмирской женщины, которая справилась со своей зависимостью от скумы. Эта книга восхваляет скуму и говорит, что скумозависимые не обязательно глупы или злы. Но у Данмиров такую книгу ты вряд ли найдешь. Попробуй поискать в Вивеке редкие книги Джабаши. В квартале чужестранцев. Ладно. Спасибо. Вот вы знаете, я заметил еще, что оригинальные квесты бесездовские, моровинские, часто важные записи в журнал не вносят. Я уверен, что если бы разрабы Tamriel Rebuild делали вот этот квест, эту запись обязательно бы внесли в журнал. Ну, они вообще довольно много таких делают пометочек в журнале. Две лампы. Просто общие сведения сообщают о них. Секреты, советы, лор. Появилась тема Тайбер Септим. Все нападают на караваны, говорит. Даже караваны нападают на другие караваны, несмотря на имперское присутствие. Нормально в Моровинде, весело живем.
Да, я был в этих катакомбах под часовней. И молот видел, да, видел. Ну, это мы все знаем. Подписание перемирия. Он есть аспект из мира. Дракона Севера, Тайбер Септим. Также патрон героев в поисках. Ну, ладно, неплохо поговорили, полезный дядя. Здравствуйте. Белли Кикер. Ярно Белли Кикер. Животопинательница. Предлагаем еду, убежище и работу для тех, кто сбежал от варварства, рабства. Варварского рабства, наверное, так лучше сказать. А что про 2 лампы-то слышно? Ну, то же самое, говорит все. Я воин, говорит. Все то же самое. Все то же самое. Про Тайбера Септима с ней уже нельзя поговорить. Так, а наверх я могу пройти здесь? О! Ребятки тут прячутся от темных эльфов. Сломанный щит. Да, я бы хотел узнать, что тут у вас происходит. А, ты нищая. Вроде выглядишь нормально, никак нищая. И здесь то же самое, все практически. Бастион культуры Данмеров однажды был, да. Потом пришла империя. Это мы все знаем. Они зажгли лампы и привели меня к свободе. А где они сами-то? Sweet moon sugar. Жасахрат. Ладно, неважно. Мое дело это нищенствование, говорит. Ну, если тут есть 2 лампы, то... Они как-то о себе не дают инфы. Что? Здесь проход в старый Бенгард. На улицу я не вижу. Ладно, тут похоже... Каким-то образом можно еще проникнуть туда. Не знаю. Один экстерьер, интерьер, то есть... Привет. А, я вспомнил. Еще есть какой-то Данмер в доках, который поднимает бучу. Надо его найти еще. Вот что. А вы что такие все? Где представители 2 ламп-то, собственно? Эй. Так. Меня зовут Даракиюс. Дараки, наверное. А в Чернотопе я был охотником. В соленых долинах Дишана я был рабом. Теперь я здесь. Не очень-то знаю, кто я теперь.
Тут больше знает про две лампы. Сеть местных и чужеземных отступников, которые пытаются помочь рабам Моровинда, работают над тем, чтобы закончить рабство. Они вне закона и преследуются законом везде в провинции, но не в Старом Эбенгарде. Мы тут все жители Империи, не правда ли? Не то слово. Привет. Ну, в общем... Хостел он хостел и есть. А больше в этом хостеле ничего нет, похоже, да? А, ну да, это все один экстерьер считается, поэтому... Выходы видны даже. Не, донатить я не буду вам. Ладно. Пошел искать Данмера этого в доках. Ну, вообще говорят, что он здесь сидит, вот, в офисах. Пойдемте посмотрим. Ты похож на Данмера, наводящего бучу. Родер Неревин. Неревин. Привет, чужестранец. Я полагаю, ты тоже пришел домогаться до меня имперской бюрократии, да? Дагон поберет этих проклятых свитов. Ну что за бюрократии? Я присяжный Великого дома Индарил. И... к несчастью, капитан корабля под имперским законом. Мой груз конфисковали. Ну и мой корабль вместе с ним. Пиус Тойлер. А, нет, корабль не конфисковали, он просто уплыл без груза. А, что скажет Толмер? Кто такой Толмер? Я, похоже, принес позор на имя моего лорда. Доброе имя, да? Проклятый... Нет, это, наверное, проклятая Порцилия Дитас. У нее, похоже, всегда были какие-то личные счеты к трижды благословленному дому. Это он, наверное, имеет в виду дом Индарил. Но ты... У тебя так-то харизматичная внешность. Возможно, ты поможешь ее убедить. Ну, почему бы нет? А да благословит тебя Альмалексия. Вот ладно, чужестранец. Твой хороший такт. Пойди поговори с Порцилией Дитас. Она клерк. И она вот-вот конфискует мой груз. Она тут в комнате рядом. Так, ладно, давай по порядку подробнее про нее, пожалуйста. Она главный клерк канцелярии по переписи, вот этому всему. Можешь найти ее прямо в этом здании. Сушеная старая скальная наездница. Вот кто она. Сушеная старая. Так. Пиус Тойлер. Она не самое быстрое судно, плавающее по реке, но делает свою работу на ура. Ну а что еще может просить скромный слуга трибунала? Поэтому я так ее и назвал. Пиус — это что-то вроде там освободитель, спаситель, что-то такое благородное, в общем, религиозно благородное, я бы даже сказал. Тойлер, я не знаю, ну, короче, классное имя. Дом Индарил. Некоторые рождаются в великих домах, а некоторые присягают им. Я из последних. Гордый присяжный дома Индарил. Ну, не присяжный, я забыл опять, что такое. Оуфмен. В общем, он за дом Индарил.
Да, прибудем мы всегда в трибунале. А что по поводу конфискованного груза? Да, они его конфисковали, но я тебе скажу. Это идеально легитимные товары. У них... Они даже мне причину не назвали. И так я опозорю свой дом благодаря некомпетентности офисов этих. Так, ладно, пойдем. Куда? О, тут очередь у вас. Sweet moon sugar. Так. Ну да, очевидно, это она. Так, давай, типа, в конец очереди. Что тут происходит? Скажите мне, пожалуйста. Мой амулет на мне. Хорошо. О, Хаджита, нет времени на тебя. Хаджит ждет этого медленного работника канцелярии. Эй! Не влезай вне очереди, говорит. Когда они уже наймут побольше клерков? Клянусь, каждый раз, когда я прихожу в порт, очереди становятся только длинней. А она, наверное, вся в стрессе, да, такая? A visitor. О, да, ты обратила меня внимание, я пришел, привет. Проходите, проходите. Ой, органианин, ты задерживаешь очередь. У меня тут 15 запросов в док за последние 3 дня. И они не продвинутся быстрее, если ты будешь меня отвлекать. Ой, я не знаю, давайте это самое. Надо подготовиться, это важно все. Укрепить привлекательность. Очаровать. Так, еще укрепить привлекательность. Не очень помогло, ну ладно. Я по поводу груза конфискового. Что? О чем это ты? А, про этого индорильца. Я уже ему все сказала. Нелегальный груз. У него нет прав пребывать в доках. Подписано, заверено печатью и все такое. А теперь проходите. Подожди, нелегальный? Да, это значит против закона, противозаконный. А можете объяснить поподробнее? Ладно, хорошо, я полагаю. Для тебя я могу уделить минутку. Груз, что я конфисковала у Роттера Нервина, это 3 бутылки Мацта. В общем, на 3 бутылки больше, чем было в манифесте. Официально это делает весь груз подозрительным. И мы решили провести более тщательную проверку позже. Позволь скажу тебе кое-что, органианин. И, возможно, это поможет... Чего? Romance Department? В общем, это тебе пригодится, может. Когда имперская женщина говорит «позже», она на самом деле имеет в виду «никогда». Я не думаю, что груз покинет этот склад в скором времени. А, романтический совет. Ну ладно. А если поубеждать тебя? Какая ты сильная имперская женщина. Нет, ей не нравятся комплименты. Ой, все плохо как. Ладно. Чё ж так... Я ж прокачивал красноречие. Так, разобрался с конфискованным грузом-то? Все очень плохо. Она... Что она сказала? Ах, Эмиль Малекси. Ты говоришь, что груз задержали из-за 3 дополнительных бутылки Мацта? Ай, да, ну я надеюсь, как-то еще можно это все разрешить.
Да благословят тебя трое. Я клянусь, я собираюсь... Ай, ты прав, конечно. Прости, Холмс. Я потерял себя на мгновение. Но ради Вивека. Если бы эти бутылки просто исчезли... Возможно, этого ничего бы и не было. Скажи, подожди минутку. У меня есть идея, Холмс. А ты бы не мог позаботиться об этих 3 бутылках Мацта, а? Кажется, я видел, что Рогош Громоток что-то там делает с бутылками. Ну, он забрал их на хранение, как он говорит. Возможно, можно как-то его убедить. И куда легче, чем Порцилию. Почему бы тебе с ним типа не поговорить? Его офис прямо здесь, за другой дверью. Давай попробуем. Такой безотносительный. О, я ему нравлюсь. Приветствую, гражданин. Если ты по официальному делу, поговори с Порцилией. Она главный клерк здесь. Ну, а если по менее официальному делу, то лучше оставь его при себе, короче. Я по поводу 3 бутылок Мацти. Ну, скажем, Органянин получил мое внимание по поводу 3 бутылок Мацты. А что Органянин хочет с ними сделать, а? Что насчет драки за них? Ладно, попробуем голосом рассудка это все решить. 3 дополнительных бутылки — это такая явная ошибка. Это нечестно по отношению к Ротеру Наревину. Что? Да пусть, в общем, самая жалкая лютня в Тамриэле сыграет тебе грустную-грустную песню. Это не моя проблема. Да тут в смысле? Давай драться. Ну, вообще, я бы принял твое предложение. Я люблю хорошие драки. Но пока я здесь, я представитель канцелярии. И они не очень хорошо относятся к дракам. Я потеряю свою работу из этого плаксивого Данмера и его бухла. Ну ладно, если бутылки просто исчезнут. Что ты предлагаешь? Ну, мы можем с тобой разделить Мац, просто выпить его. Пока никто не видит. А чё бы я стал это пить? Мы же не друзья. Ну, блин. Сейчас я опять все это провалю. Так, на меня еще действует укрепление этого самого. Да, еще действует. Так, давайте тогда. Так. И быстрее, пока оно не кончилось. Что он меня меньше любить стал даже. Ты чё? Так. Да, черт. Давай еще, ну. О, есть, есть. Работает убеждение. Давай выпьем. Че, еще сильнее дружить надо, что ли? Ай. Ну, на единичку больше. Ну, давай, как я его уламываю, да? Во, ну сейчас должен 80, ну.
Я ж тебе нравлюсь, ну. То что? А может, подожди, может... Не, так ему не нравится. Если просто сказать, отдай его мне... Конечно. А... Мисс Порцилия Дитас однажды влюбится в посла Дресс. Ничего такого не случится, аргонянин. Блин, что, еще тебе надо, что ли? Подольстить. Да давай выпьем, чё ты такой пес? А, конечно. А почему бы и нет, черт возьми? Ничего плохого в том, чтобы выпить с другом. О, все. Подружились все-таки. Вот, один мне, один тебе, а еще один мне. До дна, Холмс. О, что ж. Ну, признаю, это хорошая штука у Данмеров. И у этого конкретного хороший глаз на выпивку. Скажи нашему другу, что проблема с его конфискованным грузом решена. А также скажу ему, что он мне должен еще кое-чего. Подожди. Я, похоже, каплю пропустил. Эх, да. И... Тебе лучше передать Порцилии хорошие новости. Иначе она будет сидеть на этом грузе, как мамаша, которая высиживает яйца там, я не знаю. Органианская мамаша, да? Удивительно, что они ее еще не уволили. Прошу прощения. Так, а где мой маст? Где мой-то? Или что, я его выпил, что ли, уже? Глюки какие-то. Ладно, черт с ним. Представим, что мы его выпили. Ой, сейчас она... А давай взятку, может, тебе дам. А, они пропали? Ну, ладно, без этих 3 бутылок вообще груз Ротера проходит проверку. Больше ничего нелегального. Ну, какой он... Счастливый, ну, удачливый негодяй. Скажи ему, что у него есть 24 часа, чтобы утащить этот груз из моего склада. Или я выкину его в море. Ха! Ну все. О, отличные новости. Спасибо, Холмс. И Великий дом Эндрил благодарит тебя. Я расскажу им о твоей неожиданной добрости. Пожалуйста, возьми эту награду. Да благословит Альмсиви твою поступь, чужестранец. Говорят, что в этой жизни есть только 2 вещи, которые случаются всегда. Это смерть и это налоги. По крайней мере, ты помог мне с этой слепой бюрократией. Спасибо. Все, отлично, готово. Конечно, поссорился с этой дамой, клерком. Ну и ладно, я не думаю, что буду с ней еще взаимодействовать. Ну и по сути это все, что у нас тут в Старом Эбенгарде на данный момент. Может быть, есть какие-то квесты еще? Меня особо интересует конкретно 2 лампы. Ну или если вообще каких-то знаете еще, пишите, которых я еще не добрался. Но, откровенно говоря, мы уж слишком давно в Старом Эбенгарде прозябаем.
Пора, наверное, сменить пейзажи немного. Вот у меня все еще остается здесь метка, потому что... Мне все еще нужно найти один проклятый камень. Ух, какой глаз ты, смотри. Ха. Брутально, брутально выглядит. Да, пусть это действительно будут тут товары такие. Ну, не товары, а это, знаете, как вот в гильдиях есть сундук помощи новичкам, это у меня будет нычка помощи самому себе. С расходниками. Так, ну что ж, друзья, гильдия магов, я отправляюсь в путь. Надо так-то еще... Ну, в принципе, у меня все, что нужно с собой. Пора надеть другой амулет. Походный, так сказать. Все, вперед. И двинемся на восток. Ну что ж. Практически год назад, в феврале 2021 где-то, я по этому же пути вот между этих скал спускался только к старому Бенгарду, еще не представляю, что меня там ждет. Ну, конечно, не только старый Бенгард я за это время изучил, а все вот это. И заметьте, я не сбавлял темпов, у меня 3 эпизода в неделю выходил. Ну ладно, там в начале в самом были еще затыки. Ну, где-то, скажем, с марта там или с апреля или с мая. Ну, ладно, в общем. Ну, практически год у меня это заняло. Практически. Ладно, полгода, чтобы вот это все исследовать. Причем, ну, в таком среднем темпе я это делал. Ну, впечатляет, правда, сколько контента разработчики сюда добавили. Так, я вообще пришел проведать старого друга своего. Помните Аймру? По идее, священник сюда отправился лечиться после дреукских экспериментов над ним. Так сказать. Yes, sir. Это не он? Нет, это не он. Я помню, кому-то Босмеру помогал еще. Книгу воровал для него. Это не он. Чем, он не добрался, что ли? Yes, sir. Надо Если не найду, надо пораспрашивать хоть про него. Ай. Что, невидимые стены какие-то. Слушайте, нет его. Это выход. А, подожди, там еще, наверное, нижний этаж, да? Если спуститься сюда, потом пойти сюда и налево, там будет вниз, наверное, вести коридор, да? Да, точно. А тут еще вверх, то есть это, похоже, такие 2 башни. Make it quick, Argonian. Вот. Слушай, ты не видел Ивана Селота? А, этот бешеный из Аймры. Он опасный, бьюсь об заклад. Они держат его внизу. Держись от него подальше. Ой, боже мой. Внизу, говорите, да? А, черт. Выглядишь не очень. Да. Проблемы на лицо. Гольп, гольп, гольп. Ах, блин. Это я, Иван, твой друг. Гольп, гольп. Да, жаль.
Хотел бы я тебе помочь, можно сразу предложить ему умереть. Что ты пытаешься сказать? Я не понимаю. С явной сложностью Иван все-таки двигает своими губами. Ты видишь его почерневший язык, пытающийся сформировать слова. Что такое? Что ты пытаешься сказать? Парудма! Парудма! Гульп! А, черт. Понятно все. Кто тут у вас главный вообще? Может, что-то можно сделать еще с ним? Так, стоп, не сюда. Но я на самом деле сомневаюсь. Все равно надо попытаться. Ординатор. Вот. Не вот такая же фраза относительно нашего друга. Все просто его считают бешеным. Наверное, безнадежным. Я все равно со всеми поговорю, мало ли. Вон, тут я Босмеру помог одному. Может, он поможет мне взамен? Поселение в зависимости с ком и то же самое говорит. Ты его знаешь? Трагичный случай, правда. Он проделал путь к нам аж из Аймры. С ним уже были проблемы, когда он прибыл. Я боюсь, что его состояние только ухудшилось. Он не говорит, только издает эти странные звуки. И его кожа, она подверглась какой-то странной болезни. Ни одно зелье не помогает. Что бы это ни было там в Аймре, оно затронуло его самую суть. Но не волнуйся. Мы сделаем, что можно, чтобы спасти твоего друга. Ладно. Может, надо вернуться еще попозже сюда будет. Святой Сирин. Целитель. О, болезнь души по-любому у него, да? Еще святого Сирина. Орден Инквизиции. Там выкорчевывает ересь, бла-бла-бла. Чтобы еще можно тут о чем поговорить. Так, твои обязанности как член. Я, кстати, наверное, вступлю когда-нибудь и в храм, и в императорский культ. Хотя, наверное, для начала что-то одно надо выбрать. Но пока я не хочу. Не хочу пока это все пилигримство, эти совершать все паломничества. Плохие доэдры. Торговать можно с ней, кстати. У меня уже нечем. А, я же хотел этот Spellstone выложить еще у себя в нычке. Типа он прикольный, я таких никогда не видел. Кроме как в гробнице этих ребят. Ну, можно коммуники прикупить. У меня аж 9 морозной соли, я не помню где. Вроде бы как раз насобирал в гробнице в их. Это, кстати, может быть полезным.
Снять магию, да? Давай. 100%, тем более. Этот у нас парень, который не спал неделями. Yes, sir. Это тоже странная тетя. Ну да, тоже говорит, что мы о нем позаботимся. Ну ладно. Сделать, похоже, я ничего не могу для него. И ничего, кроме как вернуться сюда еще попозже когда-нибудь, проведать его еще раз, я не вижу вариантов больше. Ну, я на самом деле удивлюсь, если что-то еще с ним произойдет. Там вылечит его все-таки, или, скорее всего, еще прогрессирует эта болезнь, и он станет дряугом. Как тот, который на меня напал. Ульва, да? Дневник-то его мне переводил еще. Вот, ну а на этом закончим на сегодня, давайте. Вот, дальше отправлюсь там в руинки Двемерские, где-то, я помню, они были вот... А, вон торчат, вон они. Ну и дальше на восток. Я просто хочу погулять по этой местности снова, прежде чем ее переделают. Вот. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild, друзья. Лайки, подписки. До встречи в следующем эпизоде.